очень сильно присутствует. Вот я уже прям расстроился вообще прям сильно. Почему это не делаю? Вообще фигня какая-то. Сцепление, конечно, здесь у ребят вообще жесть просто. Хоть двумя ногами выжимать. Ребят, согласитесь, красиво. Красиво вообще. Так, все. Покушал вообще, вот просто. Офигенно. И заехал. Все, я уже здесь в боксе. Да, реально неисправные брызгалки, форсунки. И сейчас будем искать откуда-то сол. Все, задний мост. Все дела тут. Все как полагается. Одно колесико готово. Сейчас так все по кругу, все 4. Сейчас смотрит тосол, откуда фигачит. Вроде как нашли, там он типа подтянуть. Так, с брызгалками разобрались. Это, оказывается, было, я к моторчику подходила, там было, ну, это капельница сплющена. То есть она или нагрета, или как, не сплющена, короче, плохо поступал вода. Газуем, смотрим тосол, где уходит. Вот именно там, где капало. Тоже не могут найти, ребята. Прикиньте, ребят, что говорят. Головку просверлили типа насквозь, там шпилька и типа отверстие маленькое. И, типа из-за этого, наверное. То есть заводской брак, походу. Значит, из-под плиты все-таки вердикт. Кого-то с уголка вот без. Здесь стык есть, двух прокладок. Это вот это вот здесь, да? Да. Ага. Вот так вот нашли. Прокладка рваная. Вот это указали место, откуда идет течь. То есть из-под плиты там. Вот так что. Все, добавили солидольчика. Подшипнички. Все везде промазали. Так, ну что, сейчас сливают тосол, ну, антифриз. И будут менять прокладку под этой плитой, под этим, там, как паук, плита, ну, короче, там. Вот, потому что оттуда фигашит. Уже прям определили конкретно. Вот, все, со всеми созвонились, все выяснили. Сейчас приступают к работе, ребята. Так что я пока курю. Хотя я не курю. Я имею в виду, отдыхаю, наблюдаю, учусь, смотрю. Вот так вот бывает на новых машинах. Через, грубо говоря, 700 километров. Я проехал там меньше, когда я увидел. Километров, наверное, 300. Но потом прекратилось. Ну, сегодня утром, видите, опять началось. Так что доехал я, в принципе, нормально. Вариатор был. В расширителе чуть-чуть, ну то есть меньше минимум, но было. И там в моторе было. Так что я доехал, все нормально. Так вот, ребят, видите, все демонтировали плиту эту. Там в самом начале, да? Угу. Ясненько, вот, ребят, в самом начале повреждения прокладки. Вот, новый мотор, 1000 даже не пройденный. Тут все, она ей чуть-чуть оставалась. Вот она тут подрезали его. Ага. Вот, ребят, видите, еще бы чутка, и все, у меня полилось прям как из ведра. Воды с собой и вперед. Ну, у меня, слава богу, был там 10 литров. Табачную пыль, и думаешь, забьет? Мне кажется, не забьет она. Тут новый мотор, да не, ну, нет уж, табачная пыль. Так, ребят, вот выкрутили шпильку и снова закручиваем, обмазав ее герметиком. Потому что такое ощущение, как будто насквозь она просверлена. Вон с той стороны отверстие. Она просверлена. Просверлена, да? Да. О, насквозь просверлена. Вот может, возможно. По резьбе берет обычно.
из-за нее по ней истекает. Ну, там, в отверстии снизу. Вот, и чтобы наверняка, вот выкрутили и намазали, обмазали. Вот там, видите? Снизу вот там. Вот, и уже прокладка дальше. Так, ребят, видите, вот на стыках прокладка. Тоже вот здесь вот стык герметиком. И с этой стороны стык. Тоже вот герметиком сделали. Вот, потому что, возможно, если не добавить туда герметика на заводе, или мало добавили герметика, то, возможно, и там будет потом течь. Вот как ребята объясняют. Так что вот, сейчас все делают грамотно, должно быть уже нормально. Испытание смотрим, утечку и все остальное, чтобы все нормально, все зашибись или нет. Так, ребят, выехал я на улицу из бокса, вот. Сказали, пусть поработает, потарабанит, типа посмотрим, проверим. То есть обороты плавают, это, говорит, всегда так, говорит, у всех. Ну, я не знаю, правда это неправда, но так вот они мне сказали. Вот. Сейчас вот нагреем до 85, чтобы сработал термостат. Вот. И посмотрим уже дальше там на снегу, если что. Чтобы было все нормально, никаких течей и все такого. Время первый час, 10 минут. То есть вот полдня ушло на устранение всех вот этих штучек. Ну, короче, на ТО. Сейчас идет, он дымится, парится. Это обгорает, наверное, масло, я так думаю. То есть вот так вот, ребят. Новый автобус. Здесь причина была. Вот эта капельница, которая идет, вот, к бачку, она была сплавлена. Прямо вот где надевается, там он на моторчик. Вот, видите? Вот где на моторчик надевается, она была прям сплавлена, так сплюснута. В темноте нифига не видно. Вот, они все обрезали, сделали. Тут все везде продули, все. Тройнички просверлили, рассверлили, продули. Форсунки дунули. Шланги дунули, все, вроде как заработало, более-менее еще начало. Вот. Сами все видели, да? То есть все везде промазали, прошприцевали, солидол доложили, что еще сделали? Масла поменяли, вот эту течь устранили, в коробке масла поменяли. Ну, может быть, чего я еще и не видел, пока выходил. Вот, то есть вот такой ТО. Сейчас греем, пробуем и все. Так, народ, ну что, короче, все, вроде как сделали, слава богу. Вот, еще я заклеил здесь и заклеил там, вверху фрамуги, потому что я ехал, когда вам говорил, что воздух все равно веет, такой ветерочек. И отключаешь одну печку, сразу начинает, ну, чувствоваться, прям по коленкам отдает холодок. Так что сейчас время где-то примерно 12:30. Идем, обедаем и уже едем. Так, ну все, хлопцы, покушал я так смачненько, харчо. Большая такая тарелочка, двойную как бы типа того. Кофейку любименького. Ну, конечно, много его нельзя, я знаю. Переодеваемся сейчас, переобуваемся туда-сюда и все. Так, все, ребят, все сделал, все нас, ну не совсем настроил, интернета, блин, нету. Вот, что-то не грузит у меня адрес. Короче, созвонился я там с приемкой. Вот, скинули мне адрес. Сначала надо на мойку, а потом на склад. Вот. То есть сейчас выйдем куда-нибудь туда, где, ну, ближе, может, к Челнам. Вот. Связь появится. Загрузим конкретно адрес и все. Так, все, выезжаем. Пока СТОшечка. Все, ребята провели работу отлично, я так думаю. Чтобы не сглазить. Работу хорошую провели. То есть все замеченные мною неполадки они устранили без сучка и без задоринки, без всяких проблем. Дай бог им доброго здоровья. Все хорошо. Ладно, ребят, едем дальше.
Итак, ребят, все, наконец-то навигатор загрузился, забил я адрес мойки, ну, то есть, получается у нас первая точка, то есть мойка, и потом вторая точка уже на склад сдавать. То есть выдал он мне 2590, это вот отсюда, со СТО Салабуги. То есть вот смотрите, сколько это будет общаковый. Ну, сейчас считать еще рано, цыплят считает по осени, сначала нужно доехать, а там мы уже потом посмотрим. И сделаем для себя выводы. Вот, сколько чего проехали, где и как. Вот. Ну, в данный момент, короче, перед нами 2590 километров. Так что в путь, ребят. С Богом. Ребят, уходим направо на Уфу. Тэц какой здесь офигенный. Челна. Ребят, только что меня сейчас остановила милиция. То есть стояли на обочине. Там. То есть не в поселке, не здесь, там в поле. Не знаю, откуда там взялись эти ребята. Ну, то есть молодые. Пацан с девчонкой, лет, наверное, может быть по 15, по 16. Вот. И типа, говорит, типа 8 пассажиров. Вот. Ну, то есть они как бы ловили машину, попутку, и тут еду я. И вот они меня тормозили. Вот как сейчас это тормозит, но меня нельзя. Вот. Но у меня как бы в инструкции прописано, что нельзя брать пассажиров. Вот. Я придерживаюсь как бы этой инструкции. И я также сказал им, и они сказали, ну что ж, ладно, счастливого пути. И я поехал дальше. Республика Башкортостан. Башкортостан. Всем с Башкирии привет, ребят. Всем, кто смотрит меня. Все, въехали на вашу землю. Посмотрим ее красоту сейчас. Поля у вас тут какие, да? Дорожка, смотрите, вот сколько уже еду. Ровненькая такая, идеальненькая. Респект дорожным службам. Ребята, туристы, наверное, ругаются сильно-сильно. Ребят, ну вы поймите, что, блин, новые машины, на ней нельзя быстро ехать вообще. 60 километров положено. Не ругайтесь сильно, что мы вам мешаемся. Ребят, смотрите, какой подъемчик крутой. Зимой, интересно, здесь пипец, наверное, да? Как вы думаете? Прям такой смачный подъемчик. И главное дело, знак на спуске 40. Я вообще поражаюсь просто. Все моргают фарами. Милиция наверняка, точно. Вон стоят в лесочке. Одну фуру уже приняли, походу. Со штатива. А на штативе что? А на штативе видеокамера, ребят. Так что там за сплошную. Стопудово. Ладно, а мы едем дальше, ничего не нарушая. Едем с нормальной скоростью, как положено. По нормальной дорожке. Вот впереди меня 3 автобуса. Ну, правда, не новые. Такие, ну, бэушные, старые. Ну, тоже куда-то перегоняют. То есть, один синий 97, второй тоже 97 регион, и второй 77. Ой, третий. Вот видите, они то и дело что-то тормаживаются. Вот видите. Может, ломается что. Не знаю. Но уже второй раз. Или третий, да, третий вот сейчас. Вот я решил вам показать. Тоже ребята гонят куда-то. А здесь грандиозная строечка прошла. Ну, наверное, я так думаю, осенью. Видите, столбы световые. Так, что у нас тут?
перекопано, да, что-то как-то где-то. Бабах. Дорогу положили, но, блин, до конца не сделали. Ну, скорее всего, наверное, не успели просто в том году. А в этом, наверное, будут заканчивать. Я так думаю. Конечно, жителям здесь, ну, не айс, я думаю. Представляете, вот дорога, ну, то есть машины ездят, ветер, с этим ветром грязь, все окна, наверное, грязные, снега, смотрите, сколько здесь возле дома вообще. Так что здесь жителям не особо, наверное, по кайфу. Ребят, хотел еще показать. Вот видите, новая дорога, да, ее только сделали. И мелкие камешки валяются. Вот фуры обгоняют, то есть я иду 60, да. Вот, фуры обгоняют 90. Вот из-под них всегда летят вот эти мелкие камешки. Сколы, даже не замечаешь, как вот прилетает камень. Даже вот от встречки может прилететь. Вот, то есть новая дорога. Вон, видите, даже, ну, как сказать, обочина отсыпана крошкой. То есть она даже не укатанная. И вот эти мелкие камни вот от фур прям летят нормально. То есть ты едешь 60, он идет 90. То есть или надо с ними в потоке идти, или как. Ну, чтобы, например, так же от этих... Да как? Никак не уйти от этих сколов, я так думаю. Что ты будешь идти, например, в потоке, так же, как они. Тебе со встречки может прилететь, так же с обочины. Он цепанул и прилетит. Так что вот, ребят. Чем-то хороша новая дорога, а чем-то вот, особенно сейчас весной, вот эта грязь, все сейчас, ну, вернее, от мороз отпускает, грязь, все это на дорогу, и с дороги вот летит. Так что повреждение вот, ну, получается, это неизбежно просто. Вот смотрите, видите, как он идет? Он идет, наверное, даже не 90, больше. Ребят, ну вот и заканчивается день. Ну, мы на ТО убили много времени. То есть мы заехали в 9 часу, пока тут позавтракали, в 9 примерно начали работать. Ну, сами все видели, да? Вот, то есть, ну, нормально потеряли. Ну, а если бы не сделали, если бы я это не заметил, то бы, ну, пипец стал бы вообще мотор где-нибудь крякнул. Вовремя я, короче, увидел это все. Пройдем сколько сможем. То есть нам как бы нужно уложиться как бы в срок. Не то, что как бы в срок уложиться. В принципе, мы же это у нас не то, что мы где-то там тусовались, как говорится. Мы это все на работе были. Ну, короче говоря, сейчас вот как раз, наверное, будет, сколько мы проехали, 4 часа, не меньше, да, 3 с чем-то. Вот. Сейчас где-нибудь туда въедем поближе к Уфе. Заправку надо будет, опять заправиться. Чуть-чуть отдохнем. Ну и там посмотрим по состоянию, а то еще проедем. А дальше посмотрим. Будем искать ночлег где-нибудь. Вчера вот ночевали, как сказать, потому что там, ну, выбора нет. То есть приехали на место, где там ночевать, там все закрыто. Там даже на территории не пустили, сами видели, да? Там ни стоянок, ничего вообще. Ну, как последний, куда заезжал в кафе, там даже кафе не работало. Не то, что там ни бани, ни кафе, ничего вообще. Не говоря уж про гостиницу. Но самое главное, не на улице, не на снегу. Предусмотрено было все. Специально взял мешок, как положено. Бывает форс-мажоры. Ладно, ребят, едем дальше. Под вечер, под закат. Да, ребят, забыл сказать. Вот приехал, да, в Башкирию. И сразу же пропала связь. У меня связь телега, Теле2. Вообще нифига нет. Ни инета, ничего. Вот по GPS идем. Может быть, это только участок какой. Ну, блин, я нормально уже проехал. Все, нет и нет. Не знаю, может, ближе к Уфе, конечно, будет там что-то. Нормально. Но пока ничего нет. Так, до Уфы 50 или 75, что-то я... Или 57, или 75, что-то типа этого. Так, решил я встать мальца отдохнуть, сходить по Нужидзе, ну и так размяться. Вот, и заодно проверить, посмотреть автобус, все ли нормально там, нигде ничего не стало течь или капать. Так что так, ребят, ладно, пойдемте. Так, ну давайте вместе заценим с вами, ребят. Что у нас?
У нас фигашила вот где-то медная трубка. За медной трубкой прям такой ручеечек. Вот, прям нифиговенький. Она стекала туда вниз. Буду показывать. Вот здесь фигашила. То есть она стекала вот сюда вниз и туда. И капала и там, и капала здесь. Вот, и еще был вот здесь, ну, зеленый антифриз этот. Тосол, антифриз, антифриз. Так, все у нас вроде через левое плечо. Все вроде нормально, нигде ничего не капает. Вот. Так, давайте с вами обойдем нашего коня. Так, фары надо будет, да, помыть? Да, вода у нас есть. Так, здесь у нас все хорошо. Колесики протянуты. Солидольчика они от души, ребята, положили, не пожадничали. Да, кстати, вот эти фрамуги, вот я заклеил, вообще сейчас прям идеально. То есть печки выключаешь, и она прям потоком воздуха сама, даже и не чувствуется, что это, как сказать, холодно. А вчера только стоит выключить печку, все. Так, здесь тоже все хорошо. Печку выключал вчера, и сразу чувствуется, прям по коленкам начинает. Ну вот, ребят, все вроде чин-чинарем. Все вроде нормалек. Так, надо будет только фары помыть. Ну, вернее, световую. Не люблю я, когда грязные все поворотники там. То есть вот даже, например, еду я, да, в зеркало смотрю, я ориентируюсь, вот, например, эти горят, все горит, оно даже как-то и приятно, когда все горит. Вот, вот, когда все работает, когда все горит, в зеркала смотришь, то есть по этим равняешься, то есть видишь автобус весь, как бы сказать, полностью, нежели нифига не горит ничего. Как-то и стрёмно ехать даже. Новый автобус, а у тебя, ну, нифига ничего не работает. Как-то, ну, фигня какая-то. Так, ладно, все. Так, ребят, ну что, поразмялся я, походил туда-сюда, вымыл все световые приборы и решил вот заточить такой курник или треугольник, как его называли там в столовке, с картошкой типа, с мясом, и вот допить колы. И уже на заправке или там в кафешке, когда будем ужинать, дай бог, не как вчера, то еще закупимся. Так что всем приятного тоже. Ребят, смотрите, как красиво город. Офигеть, столько огней. Я не знаю, вам видно, нет, но вот прям красота. Как бы еще повыше чутка, вообще вот здорово было. Это Уфа, остается слева. Мы ее обходим сейчас. Выехал я, ну мы с вами, на М5. Вот. Так, у нас Уфа туда уходит, да, Челябинск. Челябинск прямо, нам прямо. Так что вот так что, ребят. Так, Е30, М5 она же. Чувствую себя бодренько, чудесненько. Кушать пока не хочу. Желательно бы заправочку, конечно, бы нам. Поскорей бы. То не знаю, что потом. Что-то не видать Лукойла больше пока. И, блин, представляете, интернета так и нет. Может быть, конечно, телефон надо перезагрузить. Что-то странно прям даже. Ладно, ребят, едем дальше. Вот, ребят, еще одна ночная красота. И это мы подъезжаем к Симу. Днем все никак не получается сверху снять этот пейзаж красивый. Ладно, время будет у нас еще. Снимем. Видно вам, ребята, не особо, но впечатляет, конечно. Как будто на самолете. Круто. Так, ребят, ну все на сегодня. Сколько я хотел, столько я прошел. В принципе, я не отстаю от графика. Даже если была такая поломочка офигенная. Так что вот, сходил я, узнал туда. Слишком, очень даже дорого. Один там 4,5 вроде, а другой там двухместный и больше. Там 5 и выше. Нафиг, у меня таких денег нет. Да и зачем? Короче, посплю я сейчас на своем нормальном месте. И все, в автобусе тепло.
Хорошо. На улице, ну так, есть градусов 5 мороза. Нормально пойдет. Так что увидимся завтра. Всем спокойной ночи.